смотрите программу «Абсолютный слух». Программа «Абсолютный слух» знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. Открыть неизвестные грани в известном, вновь обрести незаслуженно забытое, разгадать загадки, оставшиеся без ответа. В этом вам поможет программа «Абсолютный слух». Торжественное открытие Олимпийских игр, фестивалей и чемпионатов мира часто сопровождает эффектная культурная программа. В позапрошлом веке, а именно 17 ноября 1869 года, состоялось грандиозное событие. Был открыт Суэцкий канал. Идея его создания принадлежит королю Египта, кадифу Измаилу. Благодаря ему же на свет появился и музыкальный шедевр Верди – опера «Аида». Уникальную возможность узнать о деталях создания оперы нам предоставил один из потомков кадифа Измаила – Михаил Орлов. Не удивляйтесь, род русских аристократов Орловых и семья властителей Египта находятся в тесном родстве. В результате революции 17 года и поражения Белой армии мой дедушка уехали из России в Галиполи, потом в Швейцарию. А в результате революции в Египте 1952 года мой другой дедушка уехал в Европу с мамой, которая жила потом в Швейцарии, где она познакомилась с моим отцом. Оперу «Аиду» заказал мой прапрадедушка по материнской линии, кадиф Исмаил, который был государем Египта во вторую половину XIX века. Ну, пойдемте, сейчас я вам покажу нашу восточную комнату, где находится несколько портретов, несколько предков, которые играли роль во всей этой эпопее оперы Верди «Аида». Основатель нашей династии – это вот Мохаммед Али Паша, который был отправлен в Египет султаном Османской империи, чтобы вести там порядок, чтобы избавляться от олигархов мамлуков. В итоге он действительно ввел порядок и стал государем Египта под руководством Османской империи. И вот здесь портрет кадифа Исмаила, мой прапрадедушка по материнской линии, которого в Египте тоже называют великим. Он не только построил с помощью французов Суэцкий канал, но он строил целые кварталы Каира, он построил оперный театр, он построил уникальный цирк, очень много школ, университетов, институтов. До сих пор в памяти всех египтян кадиф Исмаил действительно человек, который играл колоссальную роль в модернизации Египта. Вы знаете, очень часто говорят о том, что кадиф Исмаил заказал «Аиду» для открытия Суэцкого канала. На самом деле здесь существует какая-то неточность. Открытие Суэцкого канала это было в 1969 году, и премьера «Аида» в Каирском оперном театре это было в 1971 году. И первое представление в 1969 году в Каирском оперном театре было «Риголетто» того же Верди. Кадиф Исмаил, когда он ездил в гости, в официальный визит в Париж к императору Наполеону III, он видел, как барон Осман переделал Париж. И он был очень впечатлен. Он в том числе в этом визите видел оперный театр в центре Парижа. Был очень впечатлен. А на представлении в этом оперном театре он увидел впервые работу Верди. Это был Дон Карлос. И он тоже был очень впечатлен. С этими впечатлениями кадиф Исмаил вернулся в Каир. Египет – провинция Османской империи. Но помните, вторая половина XIX века. Османская империя уже пыльная, она уже старая, она уже декадентная. Она существует по одной причине, потому что ее поддерживает Англия.
А почему Англия поддерживает Османскую империю? Потому что это единое государство по пути в Индию, который для Англии все-таки очень важная колония. А вся торговля, все корабли шли из Европы в Азию вокруг Африки. Это было, по-моему, 12 тысяч километров. И стало 7. Я могу ошибаться, но не намного. Есть два пути между Европой и Азией. Транссибирская магистраль и уже через Суэц транспорт по морю до Индии, до Японии, до Малайзии и так далее. Вот на самом деле вся геополитика этого времени играется между революцией транспортной здесь и здесь. Поэтому Египет здесь находит феноменальное место в этой огромной игре империй, которые, естественно, постоянно воюют друг с другом. А в этот период в Италии происходит что-то уникальное. Север Италии под оккупацией Габсбургов, австрийцев, юг Италии под оккупацией бурбонов, испанцев. Верди известен как музыкант, но он тоже великий политик. Он один из фигур воссоединения всей Италии в одно государство. Он человек, который стал флагом этого движения. Не только потому, что он писал красивую музыку, но потому, что он был ангажирован. Вплоть до того, что есть такой уникальный момент, о котором мало говорят, о том, что вся Италия не могла кричать «Viva il re Виктор Эммануэль», потому что на севере австрийцы, на юге испанцы. Они что кричали? «Viva Verdi». А буквы Верди – это «Viva Виктор Эммануэль, re de Italia». Виктор Эммануэль – король Италии. Поэтому можно было бы кричать «Viva музыкант», а на самом деле говорить «Мы за своего короля». Когда Кирилл Исмаил заказал у Верди «Аиду», вопрос это не просто, чтобы иметь какую-то красивую музыку для открытия Суэцкого канала, а это было заказать музыкальную, скажем так, музыкальный памятник Египту, всему тому, что происходит в Египте. Чтобы когда музыканты всего мира думают об Египте, сразу думали о феноменальном шедевре «Аида». В Египте жил и работал Огюст Марьет, француз, который был ответственным или главным по всей египтологии. И, естественно, у них все-таки было очень много разговоров о том, что нужно. И я вижу, что все-таки в содержании «Аиды» все-таки есть очень много от самого Кирилла Исмаила, от того, что он хотел делать и в итоге делал в Египте. Да? Это все-таки конфликт между принадлежностью Османской империи и вдруг желание создавать мощнейшее государство для египтян в Египте без, на самом деле, субординации Османской империи и, самое главное, англичан. Марьет написал первый либретто по-французски. Этот текст был отправлен Камиль Дюлокль в Париж, который уже работал с Верди и с которым они писали «Дон Карлос». Верди увидел эту работу, и он очень удивился. Потому что он говорил: слушай, но содержание гениально, то есть ему очень понравилась история, и еще бы, потому что в Египте происходит что-то тоже патриотическое, уникальное. Он попросил Кисланцони переводить либретто, который Камиль Дюлокль редактировал на французском языке, чтобы он был на итальянском языке. Да, и в этот период у Верди был очень такой серьезный творческий кризис. Это был не самый простой период в его жизни.
И Кадив Исмаил потом начал беспокоиться, потому что ему нужна была динамика, да, и оттуда может быть этот факт исторический о том, что к открытию Суэцкого канала, а потом не получилось, но он уже начинает переживать, не понимать, что делать, и уже поднимали вопрос, но если Верди не хочет, он говорит, не нужна эта работа, не нужна эта опера, это должно быть флагом моего оперного театра и моей страны на самом деле. И уже поднимаются вопросы о том, что может быть Гуно, может быть Вагнер, который в этот период тоже очень популярный. Но, конечно, ни Гуно, ни Вагнер не имеет этого популярной, народной такой ауру, скажем так, которая есть и была у Верди. И Огюст Мариет пишет письмо и говорит о том, что господин Верди, вам пора определиться, потому что наш Кадив хочет идти вперед с этим проектом, и если не вы, тогда, извините, тогда будем обращаться к Гуно или к Вагнеру. И после этого пошел какой-то торг, в результате которого ему заплатили деньги, естественно, за эту работу. Но самое главное, у Верди остались все права на Аиду везде в мире, вне территории Египта. Какое содержание этой оперы? Именно под пером самого Верди. Я вижу в этой опере два аспекта, которые очень важны, и где все-таки гениальность Верди, но тоже уникальность момента играет колоссальную роль. Во-первых, Верди – политик. Верди – ангажированный патриот Объединенной Италии. Он стал сенатором, он хотел конституционную монархию. Он работал с Кавуром, он работал, воевал даже с Гарибальди. То есть Аида в контексте того, что происходит в Египте, это тоже очень большая геополитическая игра. И с учетом того, что он сам геополитик и игрок в Италии, он сумел в этой опере писать очень много очень достоверного по тому, как человеческие эмоции, да, когда отец Аида начинает разговаривать с ней о том, слушай, ну ты, может быть, его любишь, но есть еще наш народ, наша Эфиопия, и начинает играть, то есть Аида уже станет инструментом эмоциональным в руках ее отца. И здесь видно, как отец уже действует, уже не как отец, а как политик, как король Эфиопии. А второй момент очень лично, очень эмоционально. Когда он писал эту оперу, которая все-таки не только о войне, о политике, но и о любви, о запрещенной любви, нельзя забыть, что у него в Европе сейчас тогда идет роман с Терезой Штольц. И ему 57 лет, а он влюблен. И поэтому в таком состоянии он написал эту оперу, в таком состоянии он пишет о любви Амнерис к Радамес и любви Аиды к Радамес. А это запретная любовь, он не может. И не исключая, что причина, почему он не поехал в Египет, например, Аиды в Каире, потому что он как раз готовил Терезу Штольц, например, Аиду в Милане.
И для него было очень важно, что это был бы не только для самого себя, но для нее триумф. Для первого представления Аиды в Каире Керив Исмаил попросил Мариетт лично составлять все декоры, все костюмы, причем таким образом, чтобы они действительно должны быть достоверны по образцу того, что было в Древнем Египте. Смотрите, какие шедевры. Аида, Амунасру, отец Аиды, эфиопский раб, Радамес. Смотрите. Дочь фараона, очень интересная корона Верхнего Египта и Нижнего Египта. И здесь альтернативный головной убор. В течение представления можно поменять. Здесь очень много комментариев, все к чему, как. Но это все-таки самые эти эскизы, смотрите, какие шедевры. Когда Керив Исмаил организовал торжества для открытия Суэцкого канала, произошла вещь, которая не произошла в Египте почти с времен Джулиуса Цезаря, что такие значительные люди, гости, вдруг появились на египетской земле. Присутствовали такие люди, как император Австрии, как императрица Франции, целый ряд кронпринцев европейских государств. Все эти люди никогда в жизни поехали бы в Египет. Где Египет? А вдруг Египет – это центр всего этого пути между Европой и Азией. И все эти короли, императоры, князи и важные люди оказываются на открытии Суэцкого канала. Но самое интересное, и это тоже очень важно, несмотря на факт, что Керив был вице-король Египта, потому что на самом деле он еще находился в составе Османской империи, то есть самое главное это султан, не пригласили султана. Его нету на открытии Суэцкого канала. Зато есть все остальные, ну не все, но очень много из остальных главных игроков европейской политики. Если кто-то из артистов вам скажет, что ему совершенно безразлично, что напишут в рецензиях, не верьте. Как правило, такие заявления абсолютная неправда. Что написано в статье важно и даже очень, тем более, когда рецензент обладает знанием дела и безупречным вкусом. Таким и был Валерьян Яковлевич Светлов, знаменитый балетный критик конца 19-го, начала 20 века. И если вам в руки попался театральный справочник, в котором нет имени Валерьяна Светлова, можете смело выбросить его в корзину. Светлов – это эпоха в истории русского балета. Я не знаю, сколько ученое жюри поставило воспитаннице Павловой, но в душе своей я тогда же поставил ей полный балл – 12. А очутившись на улице под холодным дождем и вспомнив эту мнимую дриаду, прибавил великодушно плюс. Эти строчки Валерьян Светлов посвятил великой Анне Павловой.
Они могли бы и потеряться среди многотомных восторгов, которые свидетельствуют о планетарной славе великой балерины. Если бы не один факт. Балетный критик Валериан Светлов написал их в те времена, когда юная Павлова совсем не вызывала единодушного одобрения. Напротив, хрупкая, эмоциональная и не всегда уверенно стоявшая на пальцах выпускница выбивалась из эталона классической балерины. Светлов же был первым из тех, кто поверил в то, что Анна Павлова принесет русскому балету мировую славу. Валериан Яковлевич Светлов родился в Петербурге в 1860 году и ушел в мир иной в 1934 в Париже. Впрочем, красивая фамилия Светлов – литературный псевдоним. Родился Валериан с фамилией Ивченко, которая, казалось, пророчила ее обладателю самую банальную судьбу. Дворянин по происхождению, Валериан Ивченко получил военное образование и в чине Хорунжева был отправлен в казачье войско. Но карьера профессионального военного не очень-то увлекала его. Гораздо интереснее было наблюдать за жизнью гарнизона и записывать свои впечатления. Некоторые из своих очерков он опубликовал. Отслужив Отечеству верой и правдой 10 лет, ротмистр Ивченко вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя литературному труду. В новую жизнь Валериан Яковлевич вошел с новой фамилией. Под псевдонимом Светлов он выпустил в свет 8-томное собрание своих сочинений, включавшее романы, повести, рассказы и очерки. Однако критика не была благосклонна к писателю. Его упрекали в подражательстве Достоевскому и Генриху Сенкевичу одновременно. С середины 1890-х годов, не оставляя своих литературных трудов, Светлов начал писать о балете. Увлечение балетным искусством было похоже на страсть. Он изучал историю танца, покупал театральные раритеты, знакомился с артистами балета и писал рецензии. Сразу для 3 авторитетных петербургских газет. В то время газеты публиковали критические статьи не только на премьеры, но и на каждый спектакль. Статья должна была появиться не через несколько дней, а уже на следующее утро. По окончании балета рецензент садился на извозчика и ехал в типографию. Заметку он сочинял по дороге, записывая ее буквально на манжете или на коленке. Через час он уже диктовал наборщику текст. Светлову, похоже, этот трюк приходилось проделывать 3 за ночь. В русском балете рубежа веков не было имени, о котором бы не вынес свой вердикт уважаемый критик Валериан Светлов. За творчеством многих он следил от первых школьных спектаклей до выхода на пенсию, а многие из его строк обильно политы слезами балерин. Тамара Корсавина вспоминала: «Его статьи и рецензии окончательно лишали меня и без того робкую и застенчивую, какой бы то ни было уверенности в себе. Я почти теряла сознание от страха, когда мне снова приходилось исполнять роль, в которой Светлов буквально разгромил меня». В юности она вряд ли могла предположить, что этот несносный строгий критик поддержит ее эксперименты в труппе Дягилева, что этот злодей станет одним из ее близких друзей, а в эмиграции напишет о ней книгу. Гораздо больше, чем чисто выполненные пируэты, внимание Светлова привлекала яркая индивидуальность артиста. Как истинный художник, он умел выделить самую суть явления и выразить ее в художественной форме. Его восхищала Ида Рубинштейн, которая вовсе не блистала техническим мастерством. Ее портрет он мог написать в одной фразе. В ней гибкость змеи, в ее танце сладострастная грация Востока, полная неги и страсти. Весьма лестных слов от Валериана Яковлевича удостоилась и императорская прима Ольга Преображенская. Она поэтесса настроений, артистка полутонов и нюансов, а не определенных и резких звуков и красок. Она ближе всего подходит к импрессионистам, к художникам ар-нуво. А вот Вера Трефилова регулярно получала от Светлова самые негативные оценки.
Обладательница редких по красоте линий, безупречной техники и абсолютной эмоциональной невозмутимости, она буквально во всем противоречила тем идеалам, которые ценил Светлов. Госпожа Трефилова была по обыкновению корректно бесцветна. Ее танцы – хореографическая бухгалтерия. Госпожа Трефилова все время враждовала с музыкой. Миловидная головка ее враждовала с прической, каковая все время разъезжалась. Танцы Трефиловой не музыкальны. Этим неприятным недостатком балерина страдает давно и отделаться от него не может, от того, что недостаток органический. Выдающаяся русская балерина Вера Александровна Трефилова отомстила Светлову самым изящным женским способом. Примерно через 10 лет после появления этого букета рецензий она вышла за него замуж. Особое внимание Светлова привлекали русские сезоны Дягилева и творчество хореографа Михаила Фокина. Увидев в первых экспериментах молодого балетмейстера ростки нового искусства, он с воодушевлением и надеждой следил за его творческими поисками. В своих рецензиях он фанатично фиксировал каждый шаг в творческой биографии балетмейстера-новатора. Когда он сравнивал постановки Фокина с балетами великого Петипа, то неизбежно приходил к выводу: новая хореография гораздо более жизненна, так как лишена наивной балетной условности. Светлов активно участвовал в организации самого первого балетного сезона Дягилева в Париже. Именно с ним, Валерианом Светловым, великий импресарио советовался при формировании репертуара и состава исполнителей для своих русских сезонов. Чуткий критик умел увидеть новаторство и в самом классическом фокинском балете «Шопениана», который Дягилев показал в театре Шатле в 1909 году. Шопениана блестяще опровергает мнение, будто Фокин избегает классического балета. Глаз отдыхает на этих очаровательных ноктюрнах, прелюдах, мазурках и вальсах, притворенных балетмейстером в нежные хореографические образы. Очень большой успех имели Павлова, Корсавин и Нижинский. Но сильфиды имели огромный успех произведения самого по себе. И в этом заключается основная задача фокинских постановок. Новые явления в хореографии Светлов проанализировал в книге «Современный балет». Она вышла в 1911 году в великолепном оформлении Льва Бакста. Казалось, Валериан Светлов успевает прожить не одну, а несколько жизней. Многолетняя работа в литературном журнале «Нива», самом популярном журнале Российской империи, большая переводческая деятельность, участие в литературных и балетных войнах на страницах главных петербургских газет и война самая настоящая, Первая мировая, на которой офицер Валериан Светлов ушел добровольцем. После революции 1917 года Светлов и Трефилова поселились в Париже. Они основали балетную студию, которая дарила Европе частицу школы русского классического балета. Эмиграция лишила Валериана Светлова родины, но не прервала постоянного потока его рецензий о балете, которые печатали главные издания Парижа и Берлина. За границей были опубликованы и его монографии, посвященные тем, кто отдал жизнь искусству танца: Петипа, Дягилеву, Павловой, Корсавиной, Виржинии Цукки, знаменитой итальянской приме, блиставшей на русской сцене в конце XIX века. Монографии эти до сих пор не переведены на русский язык. Наследие Валериана Светлова все еще ждет своего возвращения в Россию и, возможно, когда-то откроет новые грани великого явления под названием «Русский классический балет». В 1964 году, то есть почти через 20 лет после окончания Великой Отечественной войны, на свет появилась песня, которая взволновала сотни ветеранов. Благодаря песне была открыта малоизвестная страничка истории, и благодаря песне о неизвестном подвиге военных лет узнали миллионы людей. В 1963 году на киностудии «Мосфильм» режиссер Владимир Басов работал над фильмом «Тишина».
Кинолента рассказывала о мирном времени, однако ключевые эпизоды картины обращались к событиям военных лет. Эмоциональный заряд должна была нести песня о подвиге и о дружбе. То, что режиссер обратился к поэту Михаилу Матусовскому, было не случайно. В 40-е годы тот работал военным корреспондентом и сохранил много фронтовых зарисовок. В поисках сюжета для песни он листал страницы своего архива. Его внимание привлекла заметка о героическом поступке маленькой штурмовой бригады. Германские войска приближались к Москве. Перекрыв дорогу на город Рославль, неприятель занял высоту в Калужской области. Все попытки отбить высоту оканчивались провалом, и тогда в штабе советских войск созрел план. Ночью небольшой отряд, зайдя с тыла, откроет огонь, этим отвлечет дозорных, а тем временем основные силы начнут штурм. Разгадав тактику, враг отбил атаку, а русские солдаты оказались в окружении. Бой был неравным. Немцев было около 200, русских – 18. Они сражались до последнего вздоха, а через несколько часов, как и было запланировано, наши войска сумели ворваться в укрепление и взять высоту. Неизвестная история об этом подвиге поразила режиссера. Матусовский быстро написал стихи, а музыку к ним предложил композитор Вениамин Баснер. Однако она не понравилась, ее отклонили, так же, как и второй и третий вариант им предложенный. Отчаявшись, знаменитый композитор решил отказаться от работы. Сев в поезд, он отправился в родной Ленинград. Но именно в дороге у него родилась очередная версия. Нотной бумаги под рукой не оказалось, и он всю дорогу напевал мелодию про себя. Добравшись домой, Баснер записал сочинение и сразу же отправился обратно в Москву. Впрочем, и этот новый вариант у постановщиков восторга не вызвал. И все же песню решили записать. Когда ее прослушали несколько раз подряд, и работники студии начали подпевать, всем вдруг стало совершенно очевидно – музыка хороша. Вскоре знаменитый певец Лев Барашков попросил разрешения включить новую песню в свой концерт. На премьере «Высоту» попросили исполнить на бис. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. Через год фильм «Тишина» вышел на экраны, а песня из фильма сразу же начала самостоятельную жизнь. На безымянной высоте. Ее исполняли легендарные артисты Марк Бернес, Юрий Гуляев, Эдуард Хиль. Ракета, как догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. На киностудию «Мосфильм» почтальоны приносили целые мешки писем. Писали те, кого потряс героизм советских солдат. Писали и те, кто штурмовал ту безымянную высоту в Калужской области. Ветераны благодарили, искали однополчан и описывали подробности боя. Многие из них уверяли, что слышали песню еще на фронте. Они не верили, что стихи и музыка родились лишь теперь, спустя 20 лет после окончания войны. На безымянной высоте. Поэт Михаил Матусовский тоже получил весточку. Его разыскал коллега, бывший военный корреспондент из той самой дивизии, что брала укрепление. Он рассказал о том, что в тексте песни допущена неточность. В живых осталось не 3, а 2 из 18. Но, как известно, слово из песни не выкинешь. Через
3 года после того, как родилась песня, в 1966-м на месте сражения был открыт памятник. Он так и назывался «Безымянная высота». На его открытие пришли сотни людей, а среди них поэт, композитор и 2 героя, те, что остались в живых. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Еще через 14 лет, в 1980 году, рядом с памятником появилась землянка в 3 наката и сосна над ней. Те ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь мы вместе с ними стоим на огненной черте. А песня Матусовского и Баснера продолжает оставаться живым памятником, памятником защитникам Отечества. Еще и еще раз, всякий раз по-новому, знаменитые артисты рассказывают историю о подвиге неизвестных героев, сражавшихся за Родину на безымянной высоте. На безымянной высоте. А теперь кадры без комментариев. Посмотрите, и вы убедитесь, что комментарии здесь действительно излишни. Впрочем, не удержусь. Скажу лишь, что пианисту из Гонконга на этой съемке всего 5 лет. 看了也是一心的。哇！收拾心情，收拾心情。好激昂㗎，好激昂嘅，知唔知啊？每一下要撞爛啲石頭。На сегодня это все. Жаль, но приходится прощаться. С вами был Геннадий Янин. До встречи через неделю.